На панели инструментов есть секция функции отклика. Здесь можно выбрать передаточные функции и их компоненты, которые будут отображаться в основном окне, или закрыть их все. Доступны для отображения компоненты тензора импеданса Z, компоненты матрицы Везе-Паркинсона W, компоненты горизонтального магнитного тензора M, компоненты горизонтального телурического тензора T. Для того, чтобы вывести в основное окно, например, основные компоненты тензора импеданса, необходимо нажать на значок соответствующей компоненты импеданса, либо на пересечение между двумя компонентами, либо в центр секции. Теперь рассмотрим некоторые функции панели вид. Клавиша ROK позволяет отобразить вместо модуля основных компонент тензора импеданса более привычное, кажущееся сопротивление. Есть возможность переключить значение горизонтальной оси, выбрав частоту, период или корень из периода. Можно показать или скрыть доверительные интервалы значений, нажав клавишу «Доверительный интервал». Нажав клавишу «Отключенные точки», можно отобразить в основном окне все промежуточные значения, по которым рассчитывалась средняя кривая. Такую же клавишу вы найдете в окне с информацией о записях. Рядом в том же окне находится переключатель «Все или только средняя», с помощью которого вы можете отобразить в основном окне все промежуточные реализации, либо только средние значения. При постоянной работе с одним и тем же набором компонент удобно воспользоваться клавишами пресетов. Для этого нужно выбрать для отображения необходимые компоненты и сохранить их в пресет. Это можно сделать, нажав «Сохранить» в основном окне или с помощью иконки «Сохранить» на панели «Вид». Теперь для того, чтобы вывести на экран сохраненный набор компонент, можно просто нажать соответствующую клавишу пресета. Переключаться между пресетами можно также комбинацией клавиш Ctrl и номер нужного пресета. Расположение окон кривых также можно менять, просто перетаскивая их в нужное место. Сохранить взаимное положение окон до текущего набора компонент можно клавишей «Сохранить» в секции «Вид» на панели инструментов. Рассмотрим оставшиеся функции окна «Вид». Здесь также есть клавиша инвертирования фазы. С помощью нее значения фазовых кривых визуально инвертируются, умножаются на -1. При сохранении данных значения фазы остаются неинвертированными. Клавиша асимптоты позволяет отображать на кривых кажущегося сопротивления две направляющие, за которые не могут выходить кривые в большинстве моделей. Клавиша робастного масштаба позволяет при автомасштабировании не учитывать сильно отскочившие от основной группы значения. На панели «Информация» отображаются координаты курсора по оси X и Y. А для кривых кажущегося сопротивления выводятся также значения суммарной проводимости до кровли изолятора S и глубины до кровли проводника H, рассчитанные для текущего положения курсора. Это параметры, которые устойчиво определяются в методе МТЗ и используются для экспресс-оценки. При наведении на точки в окне «Информация» выводится имя соответствующего файла и набора данных под курсором.